Ну что, друзья, один из тех проекторов, которые, знаете, как поражают меня. Почему? Потому что в районе $300 вы получаете проектор с обалденными характеристиками от известного бренда. Это Tandil и моделька TDA7W. С андроидом, с нормальной яркостью, с хорошей калибровкой. И вы знаете, вот все это дело на канале Технозон. Поехали. Ребят, проектор вы сейчас увидите на распаковке. Конечно же, подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши видео, и ссылки на проектор лежат в описании под видео. Но что же нам заявляется сам производитель? За $300 вообще сейчас цена ниже, я уверен, поэтому идите в описании под видео, нажимайте на ссылочку и смотрите на то, сколько он стоит. Смотрите, это LED-проектор, это всем понятно. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Android 13, процессор у нас Cortex A53, 4 ядра на GPU Mali 450, кстати, 1,5 гигагерцовых, что лучше, чем гигагерцовые процессоры, которые ставят другие его конкуренты, и там есть проблемы некоторые, например, с YouTube 1080p 60 Гц. Формула памяти 2 на 32, 5 гигагерцовый Wi-Fi, Wi-Fi 6, ну, откровенно говоря, немножко слабоват, но формула памяти идеальна, потому что нет Google сервисов и 2 гигов хватает так вот с головой. Bluetooth 5 с поддержкой тут 6D Keystone, с автоматическим с автофокусом. Ну, вот они пишут яркость 19 тысяч люмен, и он действительно яркий. Мы когда будем смотреть базовые цвета, я вам покажу, какой эффект он создает, при том, что мы сейчас снимаем проекторы не в полностью затемненной комнате, а с заливкой 70% затемнением. И когда ты смотришь цвета, он реально просто-напросто заливает комнату светом. Очень яркий проектор. Дальше они здесь начинают нам показывать различные фишки по типу контраст 18 тысяч к 1, а это очень неплохой контраст. Я привык я считаю хорошими проекторами от 10 до 15 тысяч, тут 18 тысяч к 1, максимальная у нас размер 250 дюймов. Дальше, ну это то, что мы можем, это получается пылезащищенная технология, ну как они там пишут, но это ладно. Теперь дальше, Hi-Fi спикеры. Я подтверждаю, очень неплохие спикеры. Басистые, громкие, еще и Bluetooth пульт с голосовым управлением есть. 4К. Один из тех проекторов, которые не врут в плане того, что 4К с внешних устройств он берет. Да, это Full HD честный проектор, но он берет и даунскейлит до 1080p, 4К контент он воспринимает. 4 HDR подтверждаю, AI, ну не знаю, что тут AI делает, но то, что они MEMS пытались сделать, это 100%, потому что на тесте в 24К, 24 кадра мы видим не шахматную доску, а видим смещение вправо, это значит, что какой-то базовый MEMS они завели, имеется в виду какую-то базовую уплавнялку. Тут они еще очень много чего показывают насчет того, что у них там супер память, супер там автокоррекция, это тоже все работает. Но меня интересует 6D инновационный Keystone. Меня интересует вот проекционная дальность. Смотрите, он не короткофокусный, от 1,5 метров 50 дюймов, лучший вид 3 метра 100 дюймов размер экрана и максимальный 7 метров 250 дюймов. Подходит, кстати, хорошо для презентаций. То, что там активное охлаждение, это мы и так поняли. У него есть достаточно нормальный уровень шума в том плане, что он тихий. Ну, если дневной шум 80 дБ, то он выдает порядка 40 дБ. Это неплохо. 10-ваттные спикеры тоже очень и очень хорошо. Короче, ребят, я предлагаю на текущий момент брать его, идти распаковать, посмотреть, потом потестировать и сделать выводы. Оп, проектор Tandil TDA7, TDA7V. Кстати, 120 Вт потребляет. Ничего себе. Интересно. А ну-ка, поехали. Сразу у нас коробочка с аксессуарами. Пульт с голосом, кстати. Лиса, смотри, с голосом. Кабель питания HDMI 3.5 на RSA. И даже есть наборчик для чистки линз. Да ладно? Не ожидал. Вообще не ожидал. Ну, я тебе скажу, Tandil давно из китайских проекторов как-то выбрался какие-то лидеры, наверное, по своему юзабилити, как я это называю, да, на английском языке есть хорошая такая фраза. Вау, смотри, какая пушечка.
Слушай, ну это вообще симпатично. Автофокус, сразу говорю. Да, да, да. Smart Projector Lens. Смотри, линза выпуклая, да, все хорошо, но он короткофокусный. У нее нет большой выпуклости, поэтому линзирование эффект будет минимальный. Это хорошо. Вот эта штука под пленкой, глянцевая. Сзади у нас 2 USB, 2 HDMI, LAN J45, что нетипично, AV, аудио-видео выход и выход на наушники. Теперь, смотрите, охлад как сделан. Здесь радиаторы, здесь захват воздуха. Вот здесь вот захват воздуха. Смотрите, вот здесь. И есть у нас даже... Да. Вот такой вот. То есть можно его чистить. Вот этими палочками? Не, палочками чистится линза. Да? Да. Все, ребят, давайте так, переходим и тестируем. Так, ну что мы с вами имеем? Имеем с вами традиционный китайский интерфейс для проекторов. Работает достаточно быстренько, нормально, у меня тут как бы вопросов нет. И, честно говоря, первый раз вижу такие настройки, потому что здесь у нас вроде ничего нет, а все настройки у нас являются боковыми, интегрированы в Android операционку. То есть у нас здесь есть сети интернет с 5 гигагерцовым Wi-Fi, это очень хорошо. Есть пульты, аксессуары, мы подключили наш пульт как Bluetooth, тоже очень хорошо. Из языков есть русский, английский, немецкий, китайский, еще там какие-то пару языков. Украинского нет. Настройки проектора. Здесь у нас есть режим установки, то есть мы можем с вами выбрать, как он установлен, то есть обратная проекция на рабочий стол, проекция на подвесной установке. Короче, это в зависимости от того, как вы установили. Можно включить автоматическую коррекцию кейстоуна и включить или выключить автофокус. Автофокус сейчас стоит, работает он при передвижении проектора и будет фокусироваться с помощью такой вот рамки. При этом вы можете делать мануальный фокус сами своими руками. Коррекция трапеции вы можете делать мануально по 4 точкам, тут как бы вопросов нет. Также у нас есть настройка загрузки, то есть вы, когда включаете проектор, можете выбрать домашний экран, либо HDMI 1 или HDMI 2, если вы используете какие-то дополнительные устройства. И также у нас тут модернизация системы, это у нас обновление по сути. Больше нам здесь смотреть нечего, не интересно. В разделе приложения у нас есть два типа маркета. Есть встроенный маркет, есть Google Play Store. Встроенный маркет практически есть все приложения, которые у нас поддерживаются проектором. Мы идем в AIDA 64 для того, чтобы посмотреть, насколько он нам интересен в плане своих технических характеристик. Это Droid Logic. 2 гигабайта оперативной памяти на 32 гигабайта хранилища. Это очень хорошо. 2 гигабайта хватает для всего, потому что Google сервисов чистых нет. 4 ядра Cortex A53 по 1,464 МГц. То есть, по сути, у нас 1,5 гигагерцовый процессор, что тоже для проектора неплохо, потому что зачастую ставят гигагерцовый процессор, его практически ни на что не хватает. За отображение отвечает у нас, здесь сейчас нету, да, что конкретно, но я вам могу сказать, здесь Mali 450 MP стоит. Это такой вам секретик. Коннект у нас 286 мегабит, в принципе, я вам скажу, это, знаете, стандартная уже фигня для всех проекторов, они вот так вот себя ведут, по сути. Так, выходим. Леночка, затранслируй свой экранчик, пожалуйста. Объясню, что мы сейчас будем делать. Дело в том, что у нас здесь есть Miracast. Сейчас Лена попробует закастить свой смартфон на этот проектор. Мы должны обязательно это проверить. Так, оно у нас запросило, принять ли подключение Xiaomi 11T Pro. Ленин, и смотрим, что у нас получится. Так, есть, подвигай лево-право. Есть у нас Miracast, очень хорошо. Видите, у нас можно отключить, продолжить, пауза, все. С Miracast'ом все отлично. Тут у нас вопросов нет. Следующее, что мы будем оценивать, это качество картинки. В принципе, из-за этого мы сюда и пришли. А вот тут вот меня интересует другой вопрос. У нас в приложениях есть какой-нибудь вообще... Ага, файл-менеджер. Есть, отлично. Давайте идем в внешнее устройство. И первое, что мы с вами тестируем, 24-кадровый режим. Фотографируем, включаем тестовый ролик на 24 кадра и фотографируем с выдержкой в 1 секунду. Говорю вам сразу, у нас очень странная ситуация. Возможно, тут есть какая-то попытка уплотнения кадров. Да, тут не шахматка, тут есть смещение кадров. Скорее всего, они пытаются уменьшить дрожание при
скажем так, использование 24-кадрового режима. Ну, посмотрим на тестах. Сейчас очень интересно. По качеству картинки запускаю, у меня есть высокобитрейтные смурфики. Для того, чтобы воспроизводила Dolby Audio, ну, вернее, опа, смотри, как у нас протормаживает 4К фильм. Сейчас, подожди, сейчас попробуем. Так, запускаем тестовый ролик LG New York 4K в HDR. Все воспроизводит отлично. Смотрим, можно ли у нас делать корректировку картинки прямо соотношение сторон, встроенные траектории, режим. Так, на внутреннем плеере я пока не вижу вариантов регулировки картинки. Хорошо, ну имеем, что имеем. Слушайте, вообще очень яркое изображение, очень красивая картинка. Звук, мне интересен звук. Насколько громкий звук. Ну, я вам скажу... Нет, вот это все. Я вам скажу, средняя говнистость. Это я говорю правду, должен это говорить. То есть, возможно, придется покупать какие-то внешние колонки для такого проектора. Тут я вам должен говорить правду, потому что по-другому не может быть. То есть вы должны знать. А вот здесь вот звук, кстати, лучше. Слушай, достаточно хороший басистый звук. Ну да. Картинка хороша, яркость хорошая. Красиво. Да, очень красиво. Слушайте, ну по воспроизведению чего-то с внешнего носителя у меня нет вопросов. У меня есть больше вопросы к калибровке данного плеера. Так, по оверскану вопросов нет. Объясню, все изображение влазит в изображение. Опа, нам нужна калибровка. На внутреннем плеере возможно она или нет, пока непонятно. Picture information. Нет, на внутреннем плеере у нас калибровки нет, к сожалению. Скорее всего, данный... Да, нету. Скорее всего, данный проектор нам придется использовать больше с внешними устройствами. Ну, вот, допустим, смотрите, по яркости, ну, такое, докалибровать бы. По контрасту отлично. Девушки более-менее хорошо выглядят. То есть проектор классный, но вот эти вот моменты внутренних плееров, для чего их реализовывать, лучше бы уже сделали чистый проектор для внешнего устройства с поддержкой 24 кадров. Базовые цвета неплохо. Очень неплохо, градации неплохие отображаются. Хорошо, ну смотрим, меня интересует... Вот смотри, красный какой яркий, да? Да. Так, ребят, сейчас, знаете, у нас есть такой тест яркости классный. Сейчас я вам покажу. Да, смотрите, мы, во-первых, в не темном помещении. И у нас он настолько яркий, что создает эффект ambient вокруг. Смотрите, мы переключаем базовые цвета. А у нас все он освещает, при том, что у нас не темное помещение. Затемнение порядка 70%, потому что у нас окна светлые на шторах. То есть у нас такой классный амбиент-эффект. Черный, кстати, черный вообще топовый. Слушай, а неплохо. Вот совсем неплохо, слушайте. Оу. Смотри, все квадраты видны. Блин, вот по яркости, чуть-чуть один градацию яркости добавить. Хотя вот я тебе скажу, а возможно, знаешь что? Возможно, в совсем темном помещении оно будет по-другому. Возможно. Яркостно-контрастный анализ идеально. Базовые цвета отлично. Здесь тоже все отлично. Не, ребят, вот классно сделано. Все классно сделано. В яркости не хватает одной градации. В контрасте вообще отлично. И в любом цвете. В синем, в зеленом, черном. Класс. Теперь по линзированию, Лен. Нам нужно понимать с тобой, если на углах линзирования очень четкая картинка. Искажений нет практически. Да, там есть очень нет. Верхним чуть больше, нижним вообще практически. Ага, ну это линза, она ж выпуклая. У каждого проектора есть эффект линзирования. Так, веточки без артефактов. Уже хорошо. Дальше у нас... Ой, слушай, смотри, как красиво выглядит. Все мелкие детали, поры, волосики, все видны, да? Да. Вообще отлично. И птичка тоже со всеми перьями раздельно видна. Меня интересует он еще и как проектор для презентации. Сейчас посмотрим по шрифтам. Десятка спокойно читается. С 4 метров для меня это норма для проведения презентации. То есть любой больше шрифт читается просто отлично.
Слушайте, ну, по качеству изображения ничего так, отлично. Давайте я сейчас включу ютубчик еще там, проверим его возможности декодирования. Да, хочу уйти из локального управления файлами. Ютубчик проверим. Неплох проектор, вот сразу говорю, неплох. Вот знаете, там даже вот эта вот одна градация серого, вернее, яркости, она не дает. О, ютубчик надо еще скачать. Ну, давайте скачаем. Благо, что такая возможность есть. Смотрите, как быстро работает. Открываем. Дикая река. Голосовой поиск на пульте работает, попробовали, отлично. Давайте включаем нашу дикую реку и смотрим, с какой четкостью он справится, с каким разрешением. Слушайте, звук неплох. Я сначала так скептически отнесся. Вот по YouTube вот эти вот факапы. Сейчас выставим разрешение. Хрен поймешь. А, он в HDR, ты поняла? Он декодирует в HDR. Это очень неплохо. Это хоть и неплохо, но у него очень слабый коннект по Wi-Fi 5 ГГц. 11 мегабит и не хватит такой скорости для проигрывания HDR. Он может быть и декодирует. Он может быть и декодирует. Ну, давайте 4К 30 Гц попробуем. Не знаю. Ну вот у нас с YouTube есть небольшая проблемка. Ну сейчас посмотрим. О, оно пошел сейчас. А не, пошло, все, пошло тихо. Тихо. Ну, есть дропы, есть дропы. То есть это 1080p 30 Гц должно быть. Я все-таки заявляю, что, что этот проектор конкретно для внешнего устройства. Конкретно для внешнего устройства. Даже дропов сейчас нету. Смотри. 1080p 60 Гц. Звук такой громкий. Да. А давайте пойдем на внешнее устройство. Ну, Лян, переключай SSD-шник. Вау. Смотри, как с внешки проигрывает. О, ну подожди, здесь есть возможность калибровки? Да. Режим изображения есть, цветовая температура. Да, здесь можно калибровать его, базовую калибровку делать. Смотри, яркость. Все, идеально. Сразу же идем на... А знаете куда? Сейчас вам покажу. Слушай, какую-то они попытались сделать уплавнялку. То есть здесь не то, чтобы нет 20, здесь нет 24 кадра чистых, но здесь есть... Он позволяет 4К 30 Гц получить с внешнего источника максимально. То есть это уже не обманули. 4К он воспринимает с внешнего источника. Хорошо, ладно. А мы сейчас попробуем какой-нибудь вирет запустить и посмотреть, что получится. Ну, попытка у них есть уплавнить. Я вам скажу, дерганая, но не так дерганая, как при отсутствии 24 кадров честных. Есть у них попытка уплавнялки, но не будем как-то на этом акцентировать внимание. Я всегда говорю, что ее нету, потому что, ну, по сути. Так, оверскан. Нам надо будет в меню отрегулировать оверскан в самом ТВ-боксе. Делаем уменьшение. О, есть. Вернулись, все, оверскан убрали. Хорошо, слушайте, он калибруется. Он калибруется, базовые цвета, прям топчик, как я уже говорил. Яркость топовая, яркость классная. Меня интересует яркость и контраст. Ну, давайте. Классные базовые цвета. Черный, смотри какой вообще. На нем, знаешь, как на черной стене буквы. Так, теперь пробуем калибровать. Идем, режим изображения пользовательский. И поехали. Вот оно, смотри. По чуть-чуть. Работает, есть. Вот оно. Вот оно, супер. Супер. А ну давай на контраст. И контрастик, смотри. Чуть-чуть. Сейчас. А, здесь надо вниз. Оп, переборщил. О, смотри. Сейчас на девочках Смотри, какая картиночка. А ну-ка. Ты посмотри, какая картинка. Ребята, для внешнего устройства это вообще топ-тема. Все градации видны. Смотрите, здесь у нас можно... Смотри, все кубики видны. Да, Все видны. Все кубики видны. Вообще топ.
Вау-вау-вау! Вот правильно откалиброванный проектор. Да. Ты видишь? Да. Все квадраты видны, но я не знаю, камера, скорее всего, не передает, но все видно. Вообще топ. Здесь вообще идеально яркостно-контрастный анализ, базовые цвета. Здесь у нас нижняя полоса видна, полутон, видишь? Да-да-да. Вообще класс. Вот здесь я бы чуть-чуть насыщенность прибрал, но нет, не хочу, не хочу. В черном идеально яркостно-контрастный, синий идеально, зеленый вообще охренительно, красный. Слушайте, а ну линзирование, здесь чуть-чуть меньше изображения, должно линзирование было пропасть, а ну дуй. Мы оверскан убирали, оно сжимало изображение, ну смотри. Да. Я поняла, о чем ты говоришь. Четче, да, углы стали? Четче. Ну вот, ребят, смотрите, для внешнего устройства это просто-напросто тема. Знаешь, что хочу эти увидеть? Ну, по шрифтам тут вообще все идеально. С десятки, как я и говорил, все видно. Меня интересует конкретно... Вот они. В ветках все идеально. О, надкалиброванная. Вообще по-другому выглядит. Да. Вообще по-другому выглядит. Смотри, у нее в белках глаз сосуды видны. Да. Вообще топ. Слушайте, а знаете что? Надо пойти запустить. Ну, вообще для внешнего устройства вообще класс. Я сейчас попробую один интересный эффект. Тут они, так как они 24 кадра не делали, я думаю, что они сделали очень интересный эффект один. Сейчас попробуем. А ну, давай посмотрим. Яхты в 4К. Здесь динамические сцены. Мне интересно посмотреть, что получится. Смотри, как мягенько, плавненько. Мгм. Ай, картинка какая, а? Мгм. Я вот как сейчас помню, когда я это видео снимал. А ну, Только что погрузился в тот момент? слушайте, вообще класс. Вообще класс. Да, ребят, проектор очень-очень приятный. Я вам скажу, не ожидал. Вау. Слушайте, очень яркий, очень контрастный, очень приятный. Я готов проходить и делать выводы. А я вам скажу в качестве вывода, что это один из крутых проекторов, которые делают сейчас китайцы в районе $300. Full HD проекторов с автофокусами, с автокейстоунами, с очень хорошей яркостью, контрастностью и цветопередачей. Действительно. Но в своих выводах я вам говорю, лучше его использовать с внешними устройствами. Лучше картинка, контраст и яркость. И плюс еще есть возможность калибровки на внешнем устройстве. Именно с этим учетом я его конкретно рекомендую. Проектор очень неплох. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.